Нойшвайнштайн — один из красивейших замков на планете. И по совместительству мой любимый. Совсем недавно, буквально пару дней назад, релизнулся лего-набор, посвященный этому замечательному архитектурному сооружению. И я не мог остаться в стороне. На самом деле я сам давно пытался как-то воссоздать его в лего-формате, но, к сожалению, мои планы опередили. Но я не расстраиваюсь, потому что набор-то вышел. Ну, давайте взглянем, какой он вышел прямо сейчас. А пока не забудьте про лайки, подписки, колокольчики и прочую ютубовскую штуку. Это очень важно для канала. Спасибо. А теперь непосредственно к набору. Это первый мой набор из линейки архитектура, поэтому, возможно, что-то для меня в новинку, что уже давно существует в ее рамках. Поэтому не удивляйтесь моему удивлению. В первую очередь стоит отметить, наверное, относительно скромные размеры набора для 3000 деталей. По размеру он тут, по-моему, меньше, полуметра. Он в длине, но по ширине тут вообще вот совсем немножко, сантиметров 20. Такой замок встанет практически на любую полку и будет радовать глаз своего обладателя. Если же мы сразу перейдем к внешнему виду, то он очень точно передает реальный замок. Здесь проработаны все входы, ну и в принципе они очень схожи с тем, которые есть в реальном замке. То есть, например, здесь у нас есть парочку входов. Конечно же, основной вход, давайте я немножечко подниму, он сквозной. Насколько я помню, там как раз и идет такой тоннель. Здесь, где у нас техник деталей представлен вход, вот здесь вот, там тоже имеется вход. Также можно по всему замку заметить небольшие лестницы. И, конечно же, еще один там вход, вот по этой лесенке. А насколько я помню, будет техник деталька вход. Да, затем у нас это получается внутренний двор. Здесь мы поднимаемся. И, конечно же, основной вход в фокус. Основной вход в замок. Он такой сделан уже покрупнее. Посмотрите на огромное количество окон. Это, кстати, да, это все принтованные детали, что, как по мне, очень круто. Опять же, возможно, для серии архитектура это обычное дело, но подобное количество принтованных окошек, да еще и такого размера, для меня в новинку. Помимо внешнего вида самого замка, стоит затронуть и окружение, и больше к нему не возвращаться, потому что оно максимально простое. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы не оттягивать внимание с самого главного, то есть замка. И если это действительно так, то, в принципе, сделано все правильно. Деревья просто существуют, они максимально простенькие, скалы тоже сделаны, ну, очень просто. Зато замок на их фоне еще более величественный. Говоря о внешнем виде Нойшвайнштайна, нельзя не упомянуть его сложную форму. Например, вот в этом месте башенка поставлена под углом, и это отлично передается в лего-формате. Что уж говорить про целый блок задней части, который также поставили под углом. Аккуратно все это скрыли круглыми башенками, и вуаля, никаких швов, никаких дырок, все красиво. Эта башня напоминает немного ракету, и при помощи ее отсоединения мы можем немножечко заглянуть внутрь замка. Но как? Для этого придется еще разобрать много чего. И в первую очередь это, конечно же, крышу. Поэтому предлагаю вначале рассказать о ней, а потом я ее сниму. Крыша сделана интересно. Несмотря на кажущуюся простоту, здесь использовано много деталей, в том числе и такие необычные, как вилки, которые играют здесь роль дымоходов. Везде грамотно переданы повороты, углы, скосы и прочее. Но, конечно же, у такой крыши есть минус, но в нашем случае это минус. Ее нельзя просто каким-то единым блоком снять. Она просто наслаивалась на модель. Так зачем же нам разбирать сейчас крышу? Ну и убирать вот эту башенку? А потому что внутри немного даже оформлен интерьер.
Да, это немножечко странно, что мы не можем получить к нему доступа. Мы даже не можем его увидеть. Мы просто знаем, что он там есть. На это потрачено какое-то количество деталей. А чтобы взглянуть, нужно всего лишь разобрать чуть ли не половину замка. Ну, я утрирую половину, но не маленькую его часть. Чем, собственно, я сейчас и занимаюсь, чтобы показать вам внутренности. В правом большом блоке находится, как я понял, тронный зал. Понятно, что в реальности он куда пестрее, там не чистое золото, но передано, в принципе, в таком масштабе, ну, неплохо. А в левой части уже такая компиляция из внутренних покоев, где у нас представлена кровать с балдахином. Это, насколько я понимаю, статуя лебедя, которая отсылает нас к названию замка, и какие-то отдельные мелкие детали, отвечающие за покрытие пола, например. Да, это немного, но как будто бы, если уже запарились с внутренностями, можно было и сделать крышу хотя бы удобной для съема. Главное достоинство замка — он красив буквально с каждой стороны. Можно облетать его при помощи камеры, и везде глазу есть за что зацепиться. Есть какое-то интересное архитектурное решение, есть какая-то необычная башенка или балкончик, которые выступают и заставляют любоваться, рассматривать этот замок. Но при этом он не является каким-то пестрым, разномастным. Все это достаточно гармонично. Даже главный вход, несмотря на то, что он буквально красный, все равно отлично подходит к белому основному зданию. Еще можно взглянуть вниз. Так, главное, чтобы он не упал. Вот так вот он выглядит изнутри. Это, по сути, такой полый каркас. Сами здания внутри тоже, по большей части, полые, что совсем не сказывается на прочности модели, и переносить ее можно вполне себе спокойно. По итогу, конечно же, я могу сказать, что набор мне очень понравился. Порой хочется поставить себе на полочку вот такую аккуратную, даже, наверное, не микроформатную, как назвать, не макроформатную, наноформатную модель. Ну, в общем, очень-очень маленьком масштабе. Плюс в таком масштабе можно отыскать множество интересных техник, которые в том числе и применятся к постройкам в масштабе минифигурок вполне себе. Ну и просто это очень красивая лего-модель, похожая на оригинал и займущая достойное место на моей, но не только моей, полочке. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте, опять же, про лайки. Кстати, в телеграм-канале обзор на этот набор, ну такой, лайвовый, вышел гораздо раньше. Из него же вы узнаете, почему вообще он вышел. А на этом видео заканчивается. Пока и удачи!